Сегодня я расскажу о том, как подготовиться к переезду в Японию. Учитывая мой опыт и вещи, которые я жалела, что не взяла, или жалела, что взяла наоборот. Все мои рекомендации — это мой личный опыт, а опыт переезда у всех разный, поэтому если вы со мной не согласны или вам есть что дополнить, пожалуйста, напишите в комментариях, это обязательно поможет другим. В принципе, Япония очень комфортная для жизни страна, я бы сказала, самая комфортная. И если вам чего-то не хватает, то это обязательно можно найти в магазинах или заказать онлайн. И даже если это какая-то супер редкая вещь, которая продается только, скажем, в Америке, вы найдете способ импортировать ее в Японию. Но когда ты приезжаешь на новое место, ты не знаешь, куда податься, где найти то, что тебе именно конкретно нужно, а будет ли это дешевле всего. Поэтому я хочу вам помочь с этим видео, поделиться своим личным опытом и распланировать вместе с вами список, как я бы сейчас переезжала в Японию. Буду создавать список вещей и список дел перед переездом у вас на глазах в уже известном вам сервисе Notion. Это тот редкий случай, когда я пользуюсь сама Notion несколько лет, так как это удобная для меня работающая система заметок, и вдруг Notion связывается со мной, предлагая коллаборацию, что очень приятно. Notion — это как чистый лист, который вы можете заполнить проектами, чек-листами, своими идеями, заметками, может быть, конспектами в университете. Это бесплатный сервис с минималистичным интерфейсом, когда у вас не заметки в двух телефонах, потом в Google документах, Google листах, еще где-то. Конечно, некоторые вещи нужно от руки писать и никогда никому не показывать, и особенно в облако не загружать. Но для таких повседневных вещей, мне кажется, это незаменимый инструмент. Вот я открыла свой Notion, и я уже рассказывала, как тут все устроено несколько месяцев назад. Видео будет в описании, поэтому можете посмотреть, как я пользуюсь Notion для учебы, для планирования своих видео, просто для домашних дел. Если вы смотрели предыдущее видео, вы знаете, что у меня есть вкладочка Travel, путешествия, где я хранила чек-листы с вещами, которые я не хочу забыть в то или иное путешествие. И да, еще что изменилось в прошлое видео, я добавила таблицу для путешествий, то есть пункт назначения, страна, дата вылета и дата окончания. И он автоматически считает мне, сколько ночей я буду отсутствовать. И дальше у меня тут статус поездки, либо предстоящее путешествие, либо уже случилось путешествие, либо в процессе. Но в процессе у меня я почти не пользуюсь, потому что не до Notion, когда ты уже где-то в путешествии находишься. Да, и что я делаю, когда я знаю, что новое путешествие меня ждет? Я выбираю либо это short trip, то есть я еду только с ручной кладью, либо это долгосрочное путешествие, потом я делаю копию этого своего списка, потому что в зависимости от страны, конечно, он меняется, и я его сюда помещаю в табличку. И, соответственно, открываю, и я еду в Гренландию. Я не еду в Гренландию, к сожалению, или к радости. Вот, и дальше уже редактирую. Но мы сегодня здесь собрались, чтобы по душам поговорить о том, что нужно собрать в Японию из материального. Здесь я написала переезд. Вот, и дальше у меня, собственно, я держу свой Notion достаточно в простом виде, несколько категорий вещей, но давайте все по порядку. Начинается все с выделенного пространства для маленьких заметок, которые я не хочу сохранять потом, просто написала и забыла. Докупить мешки, зачем мне хранить это, да? Скажем, сходить к стоматологу. Конечно, я могла бы сделать лист как чек-лист с квадратиками, для этого я нажму Turn into To-Do List, и если я уже сделала это дело, оно вычеркивается. Вот. Я люблю держать все в простоте. Мне не нравится, когда много всего сверкающего и отвлекающего. Это отнимает очень много времени. Мне кажется, это не нужно, поэтому у меня все просто. Несколько категорий вещей, которые мы будем собирать. Ручная кладь, тяг, всякая техника, красота, мейкап, уходовые средства. Одежда, конечно же, подарки, если вы какие-то везете, и просто разные, неорганизованные. Дальше мы поговорим про подготовку документов, в зависимости от того, кто вы, студент, работающий человек или... Итак, начнем с ручной клади. Конечно, в первую очередь паспорта, документы, все с собой. Заверенные копии об образовании. Да, это стоит перенести в отдельную таблицу тоже сюда.
Дело в том, что Япония еще не очень диджитализированная страна, несмотря на стереотипы, что Япония где-то в будущем, неподъемная работа бумажная. Делайте заранее копии об образовании, свидетельства о рождении, еще там что-нибудь, в зависимости от того, из какой вы страны, и привезите это японцам. Они любят бумажки, чтобы все было правильно, со штампиком. Мы не знаем, что может случиться, и, возможно, вам нужно будет какой-то документ из администрации взять или в банк сходить, и, естественно, это онлайн наверняка невозможно будет сделать, и что вы делаете? У вас есть доверенное лицо, и задумайтесь об оформлении доверенности на некоторый срок. Деньги и наличные, особенно сейчас курс иены упал, поэтому вы даже выиграете. И в Японии, даже если вы первые дни в Японии только и будут какие-то сложности с открытием банковского счета, всегда можете купить транспортную карту типа Суйка, пользоваться ей в качестве дебетовой карты. Ну, еще, я думаю, обязательно нужно взять санитайзер, он не будет лишним, и ключи. А еще одна вещь, незаменимая в Японии, которая устарела во всех других странах. Визитки. Просто японцы обожают визитки. Если у вас нет визитки, вы будете сидеть немножко как лопух, потому что все будут... Церемониальная часть, когда все обмениваются при начале встречи визитками, то есть вы знаете, наверное, слышали про правило, что нужно... Визитка — это лицо человека, что брать только с трепетом и аккуратно, 2 руками. Ни в коем случае, когда вам выдали визитку, не прятать ее куда-то в задний карман, потому что это дикое неуважение к собеседнику, к вашему и к человеку, с которым вы сидите за одним столом, поэтому положили рядом с собой. Вот, в общем, в Японии это важно. И если у вас нет визитки, то вы немного иностранец. Вы можете сказать, что вас это не касается, вы поехали учиться, кому нужны мои визитки, а нет. Даже студенты делают здесь себе визитки. Вот моя визитка, вот мой QR-код на Line, и вот, пожалуйста. Так меня зовут, вот мой номер. Удивительно, им пользуются. Ну, сами разберетесь, что вам брать в ручную кладь. Но последнее, я хочу сказать, что обязательно держите какую-то ручку в самолете близко к вам, потому что когда вы будете подлетать к Японии, стюардессы начинают раздавать вот эти формы иммиграционные, где вы записываете номер своего полета, с какой целью вы приехали в Японию, декларируете вещи. Ну, все вот это для таможни и для паспортного контроля. Давайте перейдем к технике. Для меня это обязательно компьютер и зарядка. Аппарат, карты памяти, микрофон, наушники, что еще? AirPods, съемный диск, колонка и адаптер. Вообще адаптеры можно купить в Дон Кихоте, но, возможно, вы приедете поздно, и вам не добегать ни по магазинам будет. Да, если вы будете вести какие-то электронные приборы, то проверьте обязательно, какое у них напряжение, при каком напряжении они работают. Сейчас будет смешная история про то, как Инга привезла с собой мини-чайничек на пол-литра. Я включила его в розетку. Жду 5 минут, 10 минут. Думаю, не работает, наверное. Пошла заниматься своими делами. Там в душ сходила. Прошло, наверное, еще полчаса. Я слышу странный шорох. Чайник наконец-то раскочегарился и начал мне кипятить воду. Дело в том, что там напряжение было в 2 раза больше, чем в Японии. 110 вольт, 100-110. В Японии используют приборы, которые строго без вилки, вот этой 110-220, не берите. Это трата времени, денег и места. Лучше купите мелотовый чайник на Амазоне или в Бигкамере уже, когда будете в Японии. Если у вас есть такая возможность, то привезите деньги и купите в Японии. Во-первых, там будет дешевле, а во-вторых, в первые 6 месяцев жизни в Японии у вас будет возможность купить tax-free. Одежда. Ну, носки, дождевик. Вообще в Японии классные мелотовые дождевики можно купить. Я не говорю про вот эти прозрачные из комбини. Если вы пойдете в лофт, там всегда классные дизайны. Ну, понятное дело, сезонная одежда. Вам не нужно сразу вести на зиму одежду и на лето. Просто подумайте, чем вы будете точно пользоваться первые 2-3 месяца, а все остальное отправьте в коробку. Отправить почтой, если известен адрес. Нужная вещь, мне кажется, в Японии это ветровка, потому что днем может быть очень тепло, но вечером и ранним утром
утром довольно прохладно. Вещи для хайкинга, для похода в горы. Вот. И вообще хотелось бы сказать в целом про одежду в Японии. Если вы высокий человек, то японская одежда вам просто не подойдет. Скорее всего, она будет маленькая. Или если вы в нее влезете все-таки, рукава будут очень короткие. Это моя проблема всегда была. Мне подходит, в принципе, японская обувь, японская одежда в целом. Каждый раз это либо короткие штанишки, либо короткие рукавчики. Как будто я выросла из своей одежды просто ввысь. Да, я 1,74 м. В Японии столько мелотовых магазинов, и всегда хочется что-то купить. Сумки, то обувь, они водонепроницаемые. Если вы носите кроссовки и зимой, и летом одним цветом, то это вообще не проблема в Японии найти свои размеры. Если речь идет о каких-то сапожках или туфлях, мне кажется, в Европе купить дешевле. Супер важная вещь — это носки шерстяные. Я не знаю, в Японии очень сложно найти что-то такое реально 100% шерсть. Я не помню, чтобы я видела особо много таких вариантов. Нет, они были, но они какие-то, знаете, как японцы любят. Это все преподносилось как такое неземное, скандинавское, северное изделие, которое будет вас согревать. Можно купить и дома дешевле. Давайте быстренько пройдемся по бьюти. Понятно, косметика, шампунь. Стоит ли это тащить, потому что это самая трата килограммов багажа. В Японии, в принципе, есть и западные бренды, и куча своих брендов, и корейская. Кстати, мне очень нравится, что в Японии... Сейчас принесу. Ну, вот такого плана. То есть каждый неизвестный бренд в секции шампуней в аптеке или в супермаркете, у них частенько бывают такие вот маленькие пробнички, не бесплатные, но они вместе продаются, вот видите, спаянные кондиционер и шампунь за 100 йен. То есть можно попробовать продукт, не покупая целую бутылку. Это может быть ваш вариант. А вот что действительно важно в Японии, так это дезодорант. Опять же, нет вещи, которые невозможно импортировать в Японию, но то, что там, скорее всего, будет не антиперспирант, а дезодорант. Японцы, 90% населения, у них железы, которые вырабатывают непахучие микробы, если вы знаете, о чем я говорю. Азиаты потеют, но не воняют, скажем так. Понятно, расческа еще. Важная вещь — это ваниш. В Японии машинка, которая стирает горячей водой, это редкость, что ваши вещи просто не отстирываются. Я первое время думала, что у меня что-то с порошком не так. Перепробовала и подороже, и подешевле. Все равно один результат. Приходилось замачивать на ночь, потом идти стирать. Какой-то пятновыводитель. В Японии они очень щадящие. Дальше переходим к интересному. Подарки и разное. Ну, я сюда написала украшения, маникюрные. Посуду вы купите в Японии, она там недорогая. Там есть куча вариантов, помимо Икеи. Вот. Если мы касаемся еды, то я бы сказала, что важно взять то, что вам нравится. Например, то, что вы, без чего вы не можете провести вечер. Это я про чаек. В Японии он есть, да, понятно. Пейте матчу, сколько вам влезет. Но вот черный чай, к которому мы привыкли, на вкус он какой-то мыльный. И еще супер важная вещь — это медикаменты. Таблетки я прям выделю жирным шрифтом. Но если вы про себя думаете, что я здоровый, иногда у меня там голова болит, иногда я болею, ну что там, анальгинчика бахну и все. Во-первых, вы не знаете, насколько вы там задержитесь в Японии. Во-вторых, когда вам плохо, у вас температура 39, скорая туда не приезжает по таким случаям. И вам нужно будет либо тащиться самому к врачу и спрашивать у него, чтобы он выписал вам лекарства, и потом вы идете в аптеку и покупаете это втридорого. Либо вы берете с собой из дома и кайфуете от того, что вы подготовились заранее. Для секции с таблетками хотелось бы выделить отдельную страничку. Нажимаем Turn into Page, то есть превращаем строку в отдельную страничку. Здесь меняем иконку на что-нибудь подходящее. Да, таблетки. И выбираем пустая страница и пишем чек-лист. Что-то от аллергии обязательно возьмите. От укусов комаров, от укачивания, если вас укачивает, от горла, от кашля, какие-нибудь
Глазные капли в Японии очень хорошие, в любом супермаркете продаются. Что-нибудь от живота в случае отравления. Мазь от ожогов тоже важно. Не скупитесь на место для таблеток. Давайте поговорим немного о подарках. Зависит от того, зачем вы едете. По работе вы переезжаете или вы начинаете исследования, по Мексике поехали, то есть профессору обязательно нужно подарок. Конечно, всегда можно конфеты привезти, это банально. Знаю, что с молочными продуктами в Японии туго. То, что будет точно уникальным для Японии, это творожные сырки. Еще то, что мне пришло в голову, это зефир. Клюква в сахаре, но она не хранится долго. Да, если ваш чемодан уже на последнем издыхании, и вы думаете, ой, надо бы купить какой-нибудь чемоданчик новый перед поездкой, не покупайте. Лучше добить свой старый чемодан, если он даже развалится по дороге. У меня и такое было. Мне замотали его в огромный мешок, там колесо по дороге отвалилось. В Японии намного лучше найдете чемодан. Я хочу еще поговорить о том, какие документы вам нужно с собой взять. Сделайте все возможные копии копий, заверенные копии доверенности. Проверьте свои налоги, свою ID-карту. Обязательно посмотрите срок годности банковских карт. Настроить приложение, скачать все приложения банковские, чтобы, знаете, особенно вот эти противные, которые просят вас подтвердить через смс-код. Еще вещи, которые будут супер медленно идти, это может быть что-то с Алиэкспресса, например, стекла защитные на телефон, чехлы какие-то, деталики, которые вы ждете. Все покупки на Алиэкспрессе не облагаются налогом до, по-моему, $300. Вот, что очень удобно. Еще вещь, которая нужна, которая будет изготавливаться примерно неделю, это ханко. Она у меня где-то есть, скорее всего, в коробке едет из Японии. Ханко — это как ваша личная подпись в Японии, где находятся ваши инициалы, вы можете под себя ее оформить у резчика по дереву. Есть специальные магазины, которые годами семейные изготавливают ханку. Это будет просто дешевле, и вы можете сами выбрать шрифт, дизайн. И последнее, что у меня тут есть, IKEA To-Do List. Это на самом деле я скопировала из своего старого переезда, когда я переезжала из общежития в Токио, в Канагаве, не в Токио. Переезжала в пустую квартиру, мне нужно было самой все искать. И от стиральной машинки до матраса, до холодильника. И я решила в этот раз закупиться в Икее. И здесь у меня все вещи, которые я хотела посмотреть. Что удобно, я просто пошла в Икею, у меня Notion был открыт в телефоне, я просто шла и отмечала то, что я уже сделала, то, что хотелось бы добавить. И еще гениальная вещь в Notion, то, что мне действительно нравится, то, что можно приглашать людей, с кем вы будете редактировать. То есть нажимаете вот сюда в углу на Share, то есть поделиться, и либо добавляете email друзей, или просто ссылку отправляете. И таким образом человек может зайти, вставить вашу ссылку и прекрасно видеть все. И даже добавлять комментарии. Если вам интересно посмотреть другие разделы моего Notion, я подробно разбираю это в прошлогоднем видео, там немного изменилось. Я оставляю темплейт, который я создала здесь в описании. Пишите, если у вас остались какие-то вопросы, комментарии к тому, что нужно собрать, когда вы едете в Японию. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Увидимся в новом видео. Пока!